В этом уроке давайте займемся созданием компонента, который будет определять отступы в нашей форме. Вот я не хочу хранить информацию об отступах в каждом конкретном инпуте. Я считаю, что это должно быть что-то более верхоуровневое. И для этого я предлагаю создать компонент form_items, в который мы обернем всю нашу форму, и все эти отступы будут автоматически расставлены. Также мы этот компонент будем применять и во всех последующих формах. Создаем компонент form_items. Делаем файлик index.tsx, и сам компонент будет следующим. form_items. Ну, он супер примитивный, то есть это просто некий div с классом form_items, который пробрасывает в себя children. Давайте добавим для него стили. Давайте сначала его добавим на страничку, чтобы примерно понять, как это будет работать. form_items абсолютно все обернули в него, и его импортировали. Хорошо, то есть у нас с children будут все вот эти вот компоненты. Хорошо, и теперь нам нужно как-то определить для них отступ. Вариаций, как это сделать, множество. Я покажу вам парочку. index.modules.css. Ну вот, смотрите, давайте разберем такой вариант, олдовый, скажем так. В общем, что это значит? То, что у нас есть компонент с классом form_items. Это он. Что значит амперсанд? Амперсанд — это значит просто использовать весь путь родителя. Вот это вот родитель. То есть это то же самое, что если написать вот так. Угу. Что значит вот эта стрелочка? Это значит, что только компоненты, которые лежат именно на этом уровне. То есть не где-то там в глубине, а вот прям сразу внутри form_items. Почему мне нужна эта стрелочка? Потому что я не хочу, чтобы эти правила применялись к каким-то компонентам внутри. У нас, например, есть input, и у него там внутри есть что-то вложенное, и вот уже label и input затронуты не будут. Но вот этот верхоуровневый компонент field будет затронут. И что я ему говорю? Я ему говорю, что все компоненты на первом уровне, которые не являются первым элементом, я хочу margin top 12 пикселей. Вот. Ага, так. Ну, опять он просто так, наверное, ругается. Да. Все, у нас появились отступы. Вот. Но это, скажем так, вариант реализации старой школы. Как еще можно сделать? Можно сделать вот так. Вот form_items, displayFlex, FlexFlow, column NoWrap. Ну да, скажем, как мы кого выравниваем. И также зададим gap 12 пикселей. Можно сделать так. Вот, но тут у нас уже какие-то свои проблемы начались. Тут, наверное, ширину надо поставить на 100%. Может быть, с этим была проблема. Ага. Может быть, потому что мы сказали, понял, хорошо, ширина у нас и так была, наверное, 100%. Они нас наругали за то, что у нас выравнивая контента, это justify flex start. Мы сделаем сейчас stretch. Хорошо, тоже напутал. Stretch нужен здесь. Но у нас теперь кнопку всю растянуло. В общем, это не проблема, просто нужно учитывать, что у вас, например, будет такое поведение, можно сделать его так и с ним покопаться, но это мы уже опять возвращаемся к вопросам верстки. Вот. А я их в этом курсе затрагивать не хочу, потому что это целый мир, и сейчас он нам не очень интересен. Давайте учиться верстке в других курсах, платных, бесплатных, через ChatGPT, Google и так далее. А пока что оставим вот этот вот простенький вариант. Хорошо, и вот он нас уже устраивает. Что ж, компонент form_items создали, и наша форма уже, на мой взгляд, очень даже хороша. Можем двигаться дальше.